Всем доброго времени суток, всем доброй ночи, доброго дня, доброго утра, доброго вечера. В зависимости, когда вы сейчас смотрите, сколько у вас сейчас время. Значит, вышло первое видео по поводу подписчица просит помощи. И видео было у меня от 27 июня, выпустила я его только вчера. То есть в последнем моем видео рассказывалось как раз о девушке-подписчице, которая просила у меня помощи. Значит, она вышла со мной на связь. Она вышла со мной на связь после нашего разговора уже по телефону. И что она мне написала? Галина, добрый вечер. Как ваши дела? Посмотрела ваше последнее видео, очень понравилось. Пересмотрела несколько раз. Жаль, что я раньше этого не знала до приезда сюда. Дело в том, что мне нужна очень ваша помощь. Пару дней назад родители купили мне билет на 4 июля, после чего я рассказала об этом мужу, в кавычках, и его семье. Они согласились отпустить. Я не знаю, может быть, это моя бурная фантазия и необоснованные страхи, но последние 2 дня домой стали приходить разные мужчины. Разговаривают они с его матерью. Я не знаю арабского языка в совершенстве, но смысл иногда могу понять. Так вот, из-за их разговора я услышала что-то вроде, он сказал, она казашка, не русская. И цифры, что-то там 5, на что его мать громко возмущалась, говорила, нет 8. Честно говоря, в голову разные мысли лезут. В общем, можно я им скажу, что вы мои родственники. Я скажу, что 4 числа вы встретите меня в аэропорту. Пусть ваш сын скажет, чтобы они отвезли меня в аэропорт за 5 часов до вылета. Что вы будете ждать меня там. А потом по приезду в аэропорт скажу, что машина сломалась и вы не смогли приехать. Мне главное до аэропорта добраться, чтобы была бы очень рада, если бы вы смогли мне помочь. Далее она указывает район своего проживания, где она оказалась. Потому что я просила уточнить, где она находится. Она мне написала, какой район и какая деревня. Алина, здравствуйте, да, доброй ночи. Я все поняла, что вы написали, хорошо. Значит, насколько я поняла, сейчас я смотрю ваше сообщение еще более подробно, сейчас я вам скажу. Сообщение скажите обязательно, что у вас здесь живут родственники в Александрии. Скажите, можете дать телефоны там, мои либо моего сына. Значит, я сказала далее этой девушке, чтобы она, конечно же, говорила, что мы ее родственники, может дать мой телефон, либо телефон моего сына. Скажем, что ваши родственники, что мы живем здесь в Александрии уже 11 лет, скажите, что я замужем за египтянином. Я сказала, что скажите, что мы здесь живем 11 лет. Скажу, у меня нет денег, уже у нас здесь большая семья. Говорите все, что нужно. Все говорите, скажите, надо номер телефона, который куда нужно позвонить. То есть я сказала, чтобы она все говорила, то, что она считает нужным, то, что она считает нужным. То есть мы поддержим ее во всем. То есть изначально мы договорились, что Дэнни позвонит, а мы пробовали звонить, не могли дозвониться. Но потом эта девушка пишет сообщение: доброй ночи, простите, пожалуйста, я без интернета была. Далее она пишет, что доброй ночи, простите, пожалуйста, я без интернета была. Я ему просто сказала, что вы мои родственники, что вы моя тетя. Пусть Дэнни представится моим братом, пусть он скажет что-то вроде «Здравствуйте, я брат». Вы такой-то, такой-то? Он скажет «Да, здравствуйте». Потом нужно, чтобы Дэнни сказал: мы хотим завтра ее проводить, поэтому встретим ее в аэропорту. Не мог бы ты отвезти ее туда к 9 часам и все. Я не знаю точно, во сколько у меня будет возможность выйти на связь с вами, в течение дня позвоню. Но если вы будете заняты, то ничего страшного. Можете просто аудиосообщение отправить голосом Дэнни на арабском языке. Я ему покажу, и он ответит вам. Главное ведь просто создать впечатление, что я не одна. И как бы доказательство показать. Поэтому, если что, можете просто аудиосообщение отправить. Далее, вы знаете, еще хотела у вас спросить про махар. То есть ее муж говорит, что жених покупает квартиру, а невеста всю остальную бытовую технику. Это правда? Невеста должна что-то покупать в качестве приданого, или у них такого нет? Только жених должен покупать. Просто интересно, врет он или нет. Я все рассказала в сообщении, как оно должно быть, что невеста тоже покупает, конечно.
Еще один вопрос. Дело в том, что я уже тут 1,5 месяца нахожусь. Если я уеду и не вернусь, а потом скажу ему, что не хочу возвращаться, можно ли ожидать с их стороны какой-то мести? Способны ли они разыскать, приехать за мной, отомстить? Просто вы здесь живете 11 лет, знаете уже египтян, нравы, менталитет. Ведь все-таки для них это будет позором, как все родственники уже в курсе. Способны ли они на такое? По поводу этого я ей сказала, что никто никуда не поедет, они только смелые у себя в Египте. Вот. Для них это не позор, была и нет. Вы же не местная. То есть если бы он женился на местной девушке, то это было бы другой разговор. Далее Дэнни отправил сообщение на арабском языке, сказал, что он брат вот этой девушки, представился, вот, и изложил все, как бы, как она просила. أنا اسمي دانيال. أنا شبه ما قلت لك، أنا سمعت إن حضرتك اسمك عمر، وأنت ممكن حضرتك توصلها لحد المطار الساعة 9 بكرة، وإحنا عاوزين يعني من حضرتك يعني حضرتك نتواصل مع بعض يعني عشان نشوف يعني عشان توصلها. ممكن حضرتك توصلها؟ Вот, далее он ответил на это сообщение. ازيك يا دانيال، عامل ايه؟ الاخبار كله تمام؟ اتمنى تكون بخير. ان شاء الله النهارده اخد الطيارة على الساعة 9 10 بالظبط، بالكتير اوي 10 ونص هنكون هناك بالليل يعني. وهسيب لك هبعت لك رقمي دلوقتي من عندها من على الواتساب بتاعها، عشان لو عايز تكلمنا او اي حاجه، عشان الموبايل بتاعها مفهوش نت يعني. تمام. Вот, и такое это было сообщение его, он оставил номер телефона, мы пробовали ему звонить, он отказывался, он трубку не поднимал, 2 раза мы ему набирали, этому Умару. Значит, уже почти в 9 часов вечера эта девушка мне написала, что у него дела, и я вот сижу, жду, переживаю, что не успею. Там же вроде за час до вылета. Касса закрывается. То есть он куда-то исчез, вот, опять, и девушка вот сидела, его ждала. Вот, но я написала, что он то, что обещал, что сделает. И далее уже 4 июля я уже и написала: здравствуйте, как бы улетели вы или нет. Вот, сообщите, как доберетесь, пожалуйста. И дальше она написала: доброе утро, да, у меня транзит, лечу с пересадками, домой еще не доехала, буду только завтра. Все нормально. Вот, я говорю, ну, слава богу. Вот, я сказала, слава богу, как доберетесь, напишите. Она говорит, хорошо. Далее уже от 5 июля она пишет: добрый день, добрый вечер, вернее, я только что добралась сначала, сейчас я дома, чувствую себя нормально. Хотела еще вас поблагодарить, спасибо, как ваши дела? Ну, я написала, что дела наши нормально, что хорошо, что вы как бы добрались. Вот, и, значит, я сама попросила рассказать вот эту девушку, как она туда попала, и согласна ли она рассказать свою историю сама. На что она сказала, что я попросила, как бы... Ага,
очень хорошо. У меня такой к вам вопрос. Мы вашу ситуацию можем обсудить в видео? То есть я могу рассказать вот о такой ситуации, то, что произошло. То есть как бы, ну, чтобы другие девчонки как бы прослушали и, ну, как бы приняли к сведению. Вот как ваше мнение? Ну, соответственно, без указания имен там и всего остального. То есть осветить просто эту ситуацию, чтобы как бы, ну, предупредить девчонок как бы. На что она ответила мне, вы видите следующее сообщение, да, конечно. Вот, и далее она сама надиктовала свою историю. Не знаю, будет слышно или не слышно. Сейчас прослушаем. Ну вот получается, мы с ним познакомились в Шарм-эль-Шейхе. Я отдыхала в отеле, где в основном отдыхают и местные жители тоже, так как это был недорогой отель. После знакомства мы обменялись с ним номерами, потом я уехала. По приезду мы поддерживали общение, переписывались. Естественно, он писал длинные сообщения с признаниями в любви. Я так поняла, для египтян это признаться в любви, это то же самое, что как для нас поздороваться. Он писал о том, что хочет жениться и так далее. Я, конечно, не воспринимала его слова всерьез, но как сказать, все равно, видимо, какое-то психологическое влияние на подсознательном уровне это на меня все-таки оказало. И потом я опять прилетела в Шарм-эль-Шейх, сообщила ему об этом. Он приехал, сказал, ну, как бы, хочешь поехать со мной? Ну, познакомиться с моей семьей, увидеть, где я живу, я согласилась. Естественно, я даже представления не имела о жизни египтян. После того, как я приехала, после того, как я вот пришла в их дом, ну, он сказал, вот все, как бы, ну, давай жениться. Ну, я согласилась. Мне сказали, что я должна носить хиджаб. Я носила, читала намаз, то есть молилась 5 раз в день, ходили в мечеть. Что еще? Ну вот, как вы уже сказали, вот хиджаб, это не только вот когда, ну, надеваешь платок или длинное платье, это еще и обязывает. Но, например, то, что вот, когда на улицу выходишь, даже ни одна волосинка не должна из-под платка выходить. Голова должна быть опущена, то есть я не должна была даже разговаривать. Что еще? Духами даже вот нельзя пользоваться, вот, то есть краситься, то есть вообще вот настолько там много запретов, столько много нельзя, то есть очень много запретов, но в принципе его семья относилась ко мне нормально, то есть они постоянно улыбались. Ну, как сказать, все равно это другая страна, другой менталитет. Женщины там должны быть очень покорны своим мужьям. Что еще? Ну вот, получается, за время того, как я там была, мы вот несколько раз ходили в посольство. Там еще. Ну и вот, когда мы ходили, там, в общем, получается, люди, ну, из моей страны, они несколько раз уже, вот сколько раз мы ходили, столько раз вот разные люди, они меня предупреждали, говорили, ты что, подумай хорошенько, ну, как бы жалко просто тебя, убегай отсюда, то есть вот так вот. Потому что еще даже вот когда мы с ним просто вот в автобусе где-нибудь ехали, даже местные жители, они меня спрашивали, ты говоришь на русском? Я говорила, ну, я отвечала, да, они говорили, вот это, то есть убегай отсюда, то есть это тоже какое-то вот влияние оказало. Вот так вот. И еще вот один момент, когда мы с ним вот пошли в Тахрир, это вот что-то вроде суда или ЗАГСа, Тахрир называется, для регистрации брака. И то, что я там увидела, просто повергло меня в шок. Там была очередь чуть ли не до двери людей, которые хотели зарегистрировать брак, где он египтянин, а она русская. То есть вот столько много пар там было таких вообще очень много. И просто до этого я прям думала, вот, у нас с ним любовь. То есть он меня любит, я его люблю.
Но потом я как-то засомневалась, может быть, причина в чем-то другом. Ну, я понимаю, там, мама, иностранная жена душевная. Но разве дело только в этом? Может быть, я могла спросить, может быть, еще какая-то другая причина есть. Как вы думаете? Эта девушка, она еще задала вопрос, что после того, вот как она увидела как бы вот эту толпу русских женщин, которые заключают брак с египтянами, на самом деле, почему вот столько женщин заключают браки? Вот, я говорю, и как бы говорили по поводу махра, я говорю, понимаете, тут даже дело не в махре и не в деньгах. Тут огромное значение имеет еще, насколько вы сможете здесь жить. То есть другая культура, другое все. То есть она, пожившая там, пробывшая в Египте 2 месяца, как она сказала, у нее, она уже смогла понять именно жизнь в Египте. Поэтому тут даже дело не в махре, не в квартире. Насколько вы сможете жить вот именно по тем правилам, в тех условиях, которые здесь будут. Знаете, вот вы задали вопрос по поводу махра, что столько женщин. Да, очень много женщин именно выходят замуж. Связано ли это с махром? То есть вы понимаете, что как бы, конечно, в Египте женитьба это дело как бы достаточно дорогое. Вот. И как бы многие, которые никогда не были, ну, как бы с иностранцами не сталкивались, либо сталкивались вот так вот как бы в курортных городах, они как бы, ну, не представляют, что такое жениться на иностранке, то есть это как общее такое поветрие такое, вот, и как бы, потому что одно дело просто как бы интерес, да, то есть интересная иностранка, то есть это все другое, тем более у них в Египте достаточно сложно выехать из Египта, ну, обычным как бы смертным, они как бы живут в Египте, все у них как бы египетское такое вот, как бы, а после вот как бы интереса наступает обычная жизнь, вот, обычная жизнь, вот та вот обычная жизнь, которую вот вы увидели, и вот смысл даже, наверное, не в том, что это там дешево там для него, а именно важна именно часть, вот насколько вам, как гражданки другого государства, насколько вы сможете жить в этой стране, понимаете? То есть все другое, вот насколько, вот, несмотря на то, что сколько вы пробыли там, насколько вам, то есть, насколько вы бы смогли там жить, и вот именно жить, то есть, тут дело не только, я говорю, в дешевизне, да, хотя это играет большую достаточно роль, а именно в том, что немногие женщины, даже проживя много лет, могут вот именно смириться вот с такой жизнью, принимать вот эту жизнь, как они живут здесь. Она во многом очень отличается от нам привычной жизни. Далее девушка пишет, что я там пробыла почти 2 месяца, да, жизнь-то во многом отличается от привычной нам. Я не знаю, сколько бы я смогла там протянуть, но основные сложности для меня заключались в том, что я не знала арабского языка. Мне даже элементарно поговорить было не с кем. Во время того, когда мужа не было дома. Я не выходила из дома вообще. Окон в доме нет, что очень странно. Так. То есть я даже дневного света не видела. Еще один, пожалуй, самый неприятный момент – это то, что в Египте очень любят накидывать цены. Но это понятно, все. Значит, это про цены. Значит, что далее? И вот вчера, когда вышло видео вот как раз на эту тему, первая часть, вот эта девушка написала сообщение: «Добрый день, Галина. Посмотрела сегодня ваше видео обо мне. Хотела выразить огромную благодарность вам и всем вашим подписчикам.
Спасибо всем большое, подписчики. Спасибо вам большое. Теперь все ждут от вас второй части этого видео. Передайте всем, пожалуйста, от меня мою благодарность, так как я, прочитав сегодня все комментарии, пришла к выводу, что сделала правильный выбор тем, что вернулась на родину. Мне было очень приятно читать, что многие из ваших подписчиков меня поддерживают. Также, в свою очередь, хочу добавить, что в целом Египет мне понравился, и люди там очень гостеприимные, добрые, улыбчивые. Именно по этой причине я не могла определиться, уехать мне или остаться. Я решила уехать, так как вы уже сказали, у них другой менталитет, другие правила, другой образ жизни. Передавайте всем, что у меня сейчас все нормально. Еще раз вам большое спасибо. Пусть у вас всем будет хорошо. Удачи вам. Так что вот такая ситуация, так закончилась вот эта наша история с девушкой. Я благодарна со своей стороны, что эта девушка согласилась, дала согласие опубликовать свою историю, вот именно для того, чтобы для вас, девушки, женщины, которые находятся в отношениях или собираются вступить в какие-то отношения, это просто как очередной повод для размышления. Опять же, нет одинаковых ситуаций, повторюсь, но возможно, опять же, повторюсь, потому что в последних комментариях там к видео уже начались различные там угрозы, что я ненавижу египтян, что я всячески пытаюсь настроить против них. Абсолютно я такого не делаю, разъясняю именно по поводу египтян то, что я знаю из опыта других девочек, женщин, для того, чтобы не для того, чтобы сказать, насколько египтяне плохие, а именно наладить вот этот вот мостик такой тонкий, чтобы прийти к большему пониманию, чтобы вы больше понимали, с чем вы сталкиваетесь, абсолютно не обсирая, а рассказывая о жизни так, как она есть. Потому что не я буду, я свой выбор делаю каждый день, как и любой из вас, но определенная информация, любая информация, она вообще мы живем в информационный век, и какие-то вещи нужно знать, и я не могу вам навязать свое мнение. Все равно выбор за вами. Я вам даю информацию, кто-то вам рассказывает информацию, и вы уже, исходя из этой информации, из информации, которая у вас есть, из ваших мыслей, из ваших дум, от вашего сердца, вы уже принимаете решение, вы уже решаете, потому что вам решать, как поступать, ни мне, ни этой девушке, ни еще кому-то. Поступать и принимать решение будете вы. Как вы его примете, это уже будет ваше решение, ваш выбор. Всего вам хорошего, до свидания.